Я знаю, что все очень любят мое кино с этой виллы. А вы не задумывались, почему? Дело в том, что каждому из нас, ну, поверьте, все время чего-то не хватает. Мы живем в обществе, мы живем в телевизоре, мы живем в семьях, мы работаем с сотрудниками, и мы постоянно живем для кого-то, выполняем чьи-то поручения, пытаемся постоянно под кого-то подстроиться. Так вот, весь секрет в этой вилле, и почему я к ней прирос немного, потому что здесь, помимо работы, зарплаты, я здесь получаю вот именно то удовольствие, ту тренировку, которая необходима каждому человеку. Это одиночество. И сегодня я немного на этом остановлюсь. Я иногда вскользь об этом говорил, что сложно объяснить, это надо чувствовать, понимаете. И вечернее одиночество, и ночью, когда ты выходишь, и утром, когда встаешь, рассвет. Это все на протяжении дня, разные этапы. И я иногда просто зависаю от этого кайфа по вечерам, по утрам, что не могу даже работу начать. То есть хочу получить максимум вот этого удовольствия. Знаете, есть такой секрет, что если вы умеете быть в гармонии с собой, тогда вы излучаете какое-то тепло и ту же самую гармонию. Часто мы ищем каких-то отношений, неважно каких, именно от того, что не можем жить в этом одиночестве. Я с детства, любил компании, любил все, но тем не менее, без каких-то вот таких моментов, у меня мало так получалось в жизни, чтобы остаться вот так вот вообще одному. И будучи малым, я вам рассказывал, что у нас была дача, и да, я иногда просто шел на дачу. Я вот сейчас только понимаю, почему. Потому что это было единственное место, это, наверное, дело было не в обрезке винограда или деревьев, а именно потому, что хотелось получить действительно какой-то тот кайф от работы в саду, и ты можешь, понимаете, остаться один на один со своими мыслями, вас никто не отвлекает. Никто тебе не мешает. Даже сама природа, она магически вас куда-то уводит в себя. Те же вот, то на муравьев засмотрелся, на ихнюю жизнь, то какой-то клоп прилетел, то скорпиона нашел, то одна оса, то вторая оса, то какое-то гнездо вьют. Ты постоянно отвлекаешься на такие вещи, которые в реальной жизни ты их не видишь. Я вам говорю, может, какой-то абсурд сейчас, но именно это дает человеку силу и уверенность в себе. Понятно, от того, что ты на муравья посмотришь, ничего не станет, но ты отключаешь мозг. Ты отключаешь мозг от негатива. И когда ты иной раз возвращаешься после нескольких таких дней, если ты попадаешь в какую-то ситуацию конфликта там или какого-то наезда с чьей-то стороны, неважно с чьей, ты какой-то в такой ступор входишь, думаешь, какое право кто-то имеет нарушать мой покой? Допустим, как здесь. Вот здесь никого нету. Да, ты не можешь жить так постоянно, это немного крыша съедет, потому что так же, как и ты набираешься один сам с собой наедине энергии, так же какой-то энергией надо обмениваться и с людьми. Да и в конце концов разговаривать. Кстати, почему мне интересно и канал вести вот таким образом? Потому что, когда я снимаю ролик, меня никто не отвлекает. Если кто-то будет мне рядом бубнить, это получится либо не тот ролик, либо я не смогу высказать до конца вот какую-то мысль, какую-то глубокую, что ли. Я вам рассказывал тоже, опять же, может, новые зрители будут. Много лет я проработал на кого-то, рассказывал.
И вот это вот вечная беготня с самого утра. Ты бежишь кому-то угодить, кто-то тебя и не собирается понять, опоздал ты, почему опоздал. Ты хочешь постоянно кому-то понравиться и настолько привыкаешь к этому, что ты даже не понимаешь, а что внутри меня. А кто-нибудь спрашивает, что нравится мне или чего хочу я. На самом деле-то это самое важное, когда вы остаетесь один на один. А как у меня день прошел? Да, я сделал работу, я ее сделал хорошо. В конце концов, самая проблема получается потом, когда мы получаем зарплату. А могу ли я на эту зарплату, я знаю, сколько я потратил сил, допустим, за месяц. Я знаю, сколько я получил. Я иду в магазин, я вижу, насколько мне хватит этих денег прожить или выжить. И в этом и получается какой-то кайф или не кайф вот этой жизни. И хоть и говорят не в деньгах счастье, а в чем? Именно когда ты долгое время, понимаете, не один день приехал и уехал, вы не успеете ничего понять. Именно когда вы в таких местах поработали, пожили, задумались о себе. Еще и надо, чтобы кто-то под задницу дал ногой, чтобы об этом подумать. Для этого либо надо какие-то книжки посмотреть, либо кого-то послушать, либо кто-то, чтобы тебя направил. Оу, чувак, а все ли тебя устраивает? Поверьте, я могу, наверное, имею право об этом разговаривать, потому что моя жизнь, она разделилась, скажем, до 50 и после 50. И это не сказать, что день и ночь, но все-таки изменилось сильно. Раньше я много раз там сидел здесь, болтал, и мне говорят, мне твои мысли созвучны как бы. Да потому что если кто-то еще этого не понял, то мы все зависим от этого одиночества. И мы все устали от напрягов под кого-то подстраиваться. Поэтому, глядя на меня, я не то, что вам советую, я просто напоминаю на собственном опыте и показываю на этом примере, что я действительно очень психованный, всю жизнь был, и где-то внутри я знаю, что я психованный. Но именно здесь, вы что, видите, что я псих? Нет. Именно вот это состояние меня помогает уравновеситься. И даже если я попаду в какую-то ситуацию, я уже не взорвусь так быстро. Может быть, но как-то это медленно. И да, если я опять буду жить в каком-то обществе, где постоянная напряженка, я буду раскачивать качели потихоньку. Да, кстати, этот способ мне нравится. Как это называется-то? Ассоциировать с качелями. То есть любая ситуация стрессовая, сказал слово, сказал два, сказал три, сказал пять. Вот вам и раскачка качелей этих получается. Так вот, в мини-конфликтах всегда лучше останавливать на пятом слове, скажем, максимум. Или вообще говорить себе стоп уметь. Ну а когда вы уже не справились с этим и вас понесло по жизни так, куда деваться? Вот вы должны найти какое-то место, где получите удовольствие. И поверьте, спальня – это не то место. Вы знаете, даже если вы находитесь с человеком, который по каким-то внутренним своим случившимся обстоятельствам находится то ли в депрессии, то ли в злости, да, представьте себе, каждый из нас излучает еще это, чуть ли не запахом своего тела, вот эту злость. И она передается как зараза на тебя. То есть это может быть и на работе, везде, в общественном транспорте. Я уже не говорю за эти все видосики, шорцы. Дай бог, чтобы вы смотрели их положительные. Но люди там, мы все. Вы задумайтесь за себя, чего вы смотрите за день больше всех, больше всего. Негатива – это новости, а в новостях ничего хорошего в последнее время не говорят. Даже если вам скажут сегодня что-то хорошее, послезавтра будет все наоборот.
Или, во всяком случае, не то, что обещали. А мы живем в вечном ожидании лучшей жизни. А какая она лучшая жизнь? Это, я вам еще раз говорю, это не покупка дома. Опять же, вот идеальный пример со Светой. Опять же напомню, что, я говорю, Света, ты бы второй раз влезла бы в эту историю с домом? Она говорит, никогда в жизни. Но многие также мне пишут, что Андрей, вы прожили всю жизнь, до сих пор не купили дом. Окей, вам нравится этот дом? Хорошо. Это место? Да, мне нравится. В каком плане? В том, в котором я объяснил. Приехать сюда и отдохнуть. Побыть несколько дней. Но извините меня, каждый день, представьте себе. Я живу здесь один. Знаете, почему один? Потому что я всегда рассчитываю на худший вариант. Куплю я такой дом. Сын скажет, а я не хочу здесь жить. А жена мне скажет тоже, а нахера ты его здесь купил? У меня работа там, а я здесь что буду делать? Курей разводить? А я что-то не хочу курей разводить. А как мне договориться со всеми? И я буду здесь жить и ездить каждый день в этом трафике в Рим на работу. Да, полчаса. А если тут такая, знаете, дорога, если авария случилась, вы можете там и пару часов простоять, потому что там объехать некуда. И совсем не кайф. Это я сюда еду, когда все едут в Рим, а я еду сюда. Потом наоборот. А если я буду в одном потоке ехать, когда все на работу, не очень-то хорошее такое удовольствие. Я тоже слышал, так, краем уха иногда подслушиваю, что люди говорят, что это не кайф. У меня в Америке есть одноклассник мой живет, он тоже купил дом за 500 000, по-моему, или за 400-450 тысяч. Кстати, кто-то меня пока не забыл, спрашивал, сколько в Амстердаме стоит маленькая квартира. 400-450 тысяч евро. Это 30-40 квадратных метров в Амстердаме. Естественно, за городом уже дешевле. Такие цены. 400 тысяч и 25 тысяч. Теперь можете понять цвет? И вот он каждый день 100 километров на работу, 100 километров с работы. Плюс, а вдруг бензин подорожал, как сейчас. В общем, я не знаю. Во-вторых, какие-то предложения там появляются по работе. То ли в Милан поехать, то ли вот в Хорватию поехать. А вдруг ты приедешь, поработаешь, и тебе понравится, и ты захочешь там пожить. А у тебя здесь квартира, и что она, стоит ее оплачивать? А если что-то ломается, а кто это, если там живет? В общем, по-своему квартира или дом, это геморрой. Вот пока я здесь, окей, Свете более-менее спокойно. А вдруг я, забью на эту виллу и не буду сюда вообще приезжать, там, полгода, год. И, кстати, да, в этом плане я вам еще расскажу свой недостаток. Я слишком добрый и слишком иду навстречу, даже на канале. Вот заметьте, я отвечаю на каждый комментарий, стараюсь ответить, уделить каждому внимание. Но знаете, в чем недостаток этого? Когда ты слишком доступный, слишком дешевый, ты не заработаешь к себе уважение этим. Уважение зарабатывают те, кому невозможно дозвониться, хотя у меня немного не так. Я не люблю, когда звонишь человеку по делу, и его надо 2 дня выжидать и искать. Я обычно с такими людьми не очень связываюсь. А я такой сразу отвечаю, сразу кто-то может мне сейчас позвонить, там кран сломался, я могу все бросить, поехать. Так нельзя. И итальянцы многие так не работают, они набивают себе цену, не знаю, искусственно или потому что они ленивые просто. Скорее всего, что ленивые, а там уже получается само собой, оно работает. Я все это рассказываю, опять же, из своей жизни, своих примеров, и, возможно, кому-то может это пригодиться, а не
говорю, что делайте так, или я молодец. Вообще, я считаю, что бы мы ни делали, любой поступок, его можно посмотреть всегда с 5 разных сторон и сказать, один скажет, это хорошо, как мой ролик этот с прогулкой по Риму с подписчиком. Вот, шикарный пример, кстати. Света мне говорит, я говорю, ну что, смотрела этот мой ролик последний, ну, прогулку. Говорит, смотрела, но, если честно, мне не понравилось. Начала смотреть, а она не любит прогулки по Риму, она даже Рим не любит. Вот не любит, я не знаю почему, насколько разные люди. А там часть ролика прогулка. А потом, говорит, когда ты начал разговаривать с тем врачом, с Олегом, о, мне понравилось, зацепило. Другая наша, українка, пише, ой, щось мені не сподобався цей чоловік, і я не дивилася, не сподобався мені. Вот насколько мы все разные. А когда ты ведешь канал, я-то вроде стараюсь всем угодить, но опять же, чтобы у меня это получалось, я себя веду нейтрально, то есть я умею воспринимать людей, ну, если, конечно, он не полная там сволочь или скотина, хотя хрен его знает, если глубже копнуть, мы каждый, наверное, где-то с говнецом с каким-то. Без этого никак. Прячем все. Я люблю воспринимать людей таких, какие они есть. Даже так же, как есть. У меня 10 тысяч уже подписчиков. Я же, конечно, каждый не комментирует, но многих я уже знаю вроде бы по жизни. Во-первых, да, сами подписываются люди, наверное, по интересам, по чувствам. Но некоторые просто ненавидят меня. Выставил. Я иногда выставляю ролики, знаете, делаю эксперименты. Просто почувствовать реакцию людей. И мне интересно это. Я не сильно переживаю иногда, что отпишутся. Я вот последний ролик выложил. И я знал, что будут отписываться. То есть там, где Скобеева, вот эта ракета Сармат падает, вот этот Багров или как этот чувак. В чем правда? Сила в правде. Так побаловался. А сидел, что его выложил? Посмотрел новости, и что-то идея пришла. 4 человека отписались. Смотрите, какой маразм. Причем здесь я? Вы смотрите мой канал, мою работу, что-то полезное, наверное. Расслабляетесь в основном. Здесь 1 минута ролика. Я показываю то, что показывают в телевизоре. То есть факты фактически. Я не буду сейчас обсуждать ни Скобееву, ни всю эту политическую обстановку и все это вранье с телевизора. Вы все сами знаете, что вранье нам показывают, а всем хочется правды. И люди от меня отписались, как будто в чем-то я виноват. Я же вам показываю, просто телевизор сейчас поставлю вот вам, и при чем здесь я? Тем не менее. Хотя, еще раз повторяю, то, что вы отпишетесь, это не значит, что вы меня больше не будете смотреть. Вы будете дальше так смотреть, и YouTube также вам будет дальше меня рекомендовать, потому что он ориентируется не на вашу подписку, не на нашу подписку, а на то, что вы смотрите. Любите стройку, он вас закидает той стройкой, ну, вы сами знаете. Мы все обычно недовольны людьми. Нам в ком-то что-то не нравится, мы кого-то любим обсудить, что-то переварить. Так вот, после таких изменений внутри себя, когда ты спокоен, когда ты расслабился, обдумал все какие-то нюансы, полюбил жизнь даже, можно сказать, ты стал другим. Потом ты приходишь в то же общество, и меняется общество вокруг вас. Представьте себе. Вот я даже со многими, с которыми проработал, мы не общаемся. Я не знаю, у меня, наверное, вот в Риме, которые живут, человек 20, но они никогда не позвонят мне. Как будто я какая-то скотина конченая. Нет, просто если нас ничего не связывает, то им и нечего звонить.
Или каждый боится, а вдруг у него лучше, чем у меня, зачем я буду расстраиваться. Но если бы вот прошло лет 5, как с каждым из них я не работал, если бы я пошел работать, наверное, я уверен, что отношения были бы уже другие, они были бы наверняка лучше, потому что я сильно изменился. Я не знаю, как эти люди, но я знаю, что я научился, что действительно собой можно менять других. Можно их делать и добрее, и спокойнее. Ну, если у человека не сильно все запущено. Поэтому тоже вот, совет. Я не знаю, что все не любят, когда им дают советы. Как хотите, я не знаю, как это назвать. Но я считаю, что если вы хотите изменить кого-то, измените себя, начните с себя. Потому что часто мы отражаем собой отношение к себе. Но самый простой способ – это выйти на улицу и просто улыбаться каждому встречному. Даже через силу. Ну, через силу можно прочитать, может быть, по глазам. Но, может быть, через силу 3 раза у вас будет, а на 5-й раз, когда вы встретите такую же естественную улыбку, и вы помякнете, понимаете, и день пройдет у вас совсем по-другому. Но это надо понимать, этим надо заниматься, в конце концов, просто улыбнуться. Хотя я многое время вообще не улыбался, когда был погружен в эту работу, в эти решения конфликтов. Жена все время мне говорила: у тебя, говорит, лицо такое, говорит, вечно недовольный. Да, и полжизни я прожил с такой физиономией недовольного мужика. Это ж почему, как у того почтальона Печкина, почему я раньше злой такой был? Потому что у меня велосипеда не было. Так же и у нас. Мы можем быть такими злыми, потому что у нас нет места, где мы можем уединиться. И у меня даже есть некоторые знакомые, которые любят гулять в лесу. Я думаю, что это тоже, они же не делают это как специальные занятия. Они просто пару раз вышли в лес, им понравилось, и они ходят каждый раз. Так вот, именно тоже в лесу ты получаешь вот этот вот кайф одиночества. Главное это делать либо регулярно, либо когда ты знаешь, что у тебя накопилось все, куча всяких проблем, ты должен свалить в такое место. И скажу вам, вот для зависимых людей, тоже из моего многолетнего опыта, я знаю, что люди вот в таких местах от чего-то отказывались. Это, знаете, как санаторий какой-то получается. Вот ты приезжаешь сюда, ну, у кого шо, у тебя ничего нету, чего там употреблять. Идти пешком далеко, машины у тебя нет, у тебя чуть ли не закрывают. И все, ты сидишь, тебя ломает, ты мучаешься. Но параллельно с этим тебя никто не раздражает. У любого зависимого, если он ничего не употребляет, начинается раздражение. Успокоиться негде. Любой проходящий, который тебе что-нибудь ляпнул, он тебя бесит все. Здесь 2 дня, 3 дня ты побесишься, потом ты будешь спокойнее. Организм отвыкает. Я бы мог и курить бросить, просто не бери на работу сигареты. Но нет же, сколько раз уже думал, вот тоже меня держат эти сигареты. И немного сейчас стал побольше прогуливаться, немного чувствую, что легче стало. А то вот эту за зиму, когда ты мало гуляешь, легкие чувствуешь уже такие напряженные. И знаете, скажу вам тоже свое такое наблюдение за наших женщин, кто работал на ФИСах.
Как правило, это женщины все одинокие в основном. То ли мужья остались в Украине, то ли развелись. То есть они сами были хозяева своей судьбы, своих желаний. То есть нашла себе работу, работаешь и тупо собираешь деньги. За аренду не платишь, за свет, за газ не платишь. И каждый год у тебя какая-то десяточка евро вылетает. И особенно раньше по тем ценам, что были поменьше. 3-5 лет поработал, ты можешь квартиру купить себе. Раньше было немного проще. Потому что зарплаты были побольше, еще и когда лиры здесь были. И цены там были такие смешные на квартиру. И здесь ты не должен ни под кого подстраиваться. А как я вам объясняю, у меня жена, сын, вот ты живешь постоянно, то сыну в школу надо, то потом на работу всем удобно. А мне всегда было как-то все равно. Я то там, особенно когда ты машина, поезд. Опять же, важно, чтобы было какое-то сообщение автобусов, поездов. В чем недостаток этого дома? До Рима вроде бы недалеко на машине. Но если у тебя нету машины, все, тебе жопа. Ходят здесь автобусы, но мне до Рима надо будет 3 часа ехать. И так они ходят, и так это все неудобно с пересадками. Есть места, что там, да, пару километров до станции, сел на поезд, и ты быстренько там полчаса в Риме. Вот там, где я так живу. А здесь нет. Вот здесь немного вот этот вот минус. И потому и дома в таких местах обычно стоят дешевле. Там, где нету вот этого сообщения этих автобусов, поездов. Во-первых, спокойствия никогда не будет, когда у вас нету в запасе денег или их там очень мало. Риск потерять работу, он всегда существует. Всегда. И даже лучше на это изначально рассчитывать. Когда ты к этому готов, то любой сюрприз, он для тебя предсказуем, он не совсем и сюрприз. Во-вторых, вы должны быть каким-то специалистом. Ну, хотя бы в нескольких областях. Я не говорю только в одном. В одном всегда сложнее найти работу. Но, опять же, в молодости это непросто. То есть вы знаете, что с вашими руками вы всегда себе найдете работу. Ну, хотя бы на пожрать. И другая сторона медали, что если вы устроились по контракту, с одной стороны, у вас радость, что вы нашли работу, а с другой стороны, все, вы в тюрьме, понимаете, у вас расписание, вы должны это, вы должны то, и у вас нету той свободы, у вас какой-то колым появился, либо вы должны идти в субботу, в воскресенье работать, либо, а что там заработаешь за день, за два? Большую работу, где можно заработать нормальные деньги, сложно. И даже если к частному лицу устроился, вот он делает квартиру, а у вас колым попадается. Хорошо, если вы можете договориться, а лучше, я считаю, заранее договариваться в таком плане. Скажи, ну, типа, вдруг у меня что будет, я могу и уйти. А иначе никакого сдвига, прогресса, говорю, что у меня, как у меня было, у меня так получилось, что и этот страх потерять работу, привычка, та же самая бригада, начальник. Тебе дали работу, тебе просто надо выйти и делать. Ну, я вам говорю, что сколько я сделал работ, серьезных работ, дорогостоящих, за копейки. Получалось, знаете как? Ну, как вам примерно объяснить? Работу, которую я сделал, она может стоить 5000, а тебе заплатили 1500. Даже 2 иногда нет. И я так прожил тут, я не знаю, может, лет 15. Да, я соскучился за сложными работами, за красивыми работами, но опять же, и бывало, что ты сделал мало того, что либо мало получил, либо вообще не заплатили. А ты там проявил, я не знаю, какие чудеса творчества, чтобы сделать эту работу. А что делать? И такая жизнь была. Именно поэтому
ты сейчас думаешь, прежде чем я пойду в какое-то место, ну, допустим, почему мне хотелось бы к Андрею, тоже мой подписчик, что я делал вот эту квартиру, потому что я вижу, что он честный, он спокойный, и с ним нормально работать. А пойти куда-то в другое место, хрен его знает, куда ты попадешь и в отношения, в этом есть страх. И ты выдерживаешь такую, оттягиваешь уход с этого дома, с этого кайфа. Вот так вот. Ладно. Поделился с вами. Давно ничего не сидел, не рассуждал. Надо открывать второе дыхание на дальнейшую работу. Какая она будет, не знаю. Ну, это ничего страшного, поймите. Ну, каждый раз так. Одна работа заканчивается, начинаешь что-то другое. Следующий этап, возможно, еще интереснее, чем это будет. Поэтому подписывайтесь. Спасибо за лайки, за поддержку. Для алгоритма эта движуха необходима. Мы с вами поболтать это одно, а технические вопросы это другое. Понимаю, что многие не комментируют, потому что смотрят на телевизоре, а на телевизоре это почти невозможно. Ну, на телевизоре можно лайк поставить. Кстати, за Олега. Пока ходили, болтали. Мало того, что жена его была не подписана на меня. Я говорю, ты хоть хайпишь меня? А он говорит, да это что? Он даже не знал, что есть кнопка хайп. Представляете, сколько человек смотрит YouTube, меня. Ну, хайп появился-то всего полгода назад. Ну да, не так давно еще, не все знают. Поэтому тоже напоминаю. Там, где строчка комментариев, если ее сдвинуть влево, да иногда, когда вы нажимаете лайк просто, то у вас сама высвечивается кнопка «Захайпить». Но на нее надо нажать. А потом там еще строчка «Дать столько-то очков». И захайпить вы можете 3 раза в неделю. 3 видео какие-то с ролика, не только мои, каждого блогера, а всего. То есть неделя прошла, с понедельника можете опять хайпить. А если вам некого хайпить другого, то можете одного блогера 3 раза захайпить. Но надо выйти с видео, опять зайти в него, и тогда опять получается кнопка рабочая. Ну так, для общего развития. Все, всем пока.